Всем привет, ребята! Сегодня у нас новая тема для обсуждения в ролике. Стадия подготовки к драконьему тирану Whiteout Survival. В этом видео разберем, как правильно вести подготовку к мероприятию, что готовить заранее, какие бывают стадии подготовки и почему немножко подождать иногда лучший ход. А теперь важное. До розыгрыша остается всего 40 подписчиков на YouTube канале и 115 в Telegram канале. Подпишитесь, поддержите и не пропустите момент, когда халява будет раздаваться с огоньком. Ну а теперь вперед к тирану, но без паники, ну или почти без. Сегодня мы с вами обговорим информацию о стадии подготовки драконьего тирана. В первую очередь вам необходимо понимать, что это самое глобальное мероприятие на сегодняшний день в нашей всеми любимой игре, где соревнуется большое количество штатов за статус самого сильного сервера среди вашего поколения. Точных сроков проведения мероприятия вам сказать точно не может никто, но в среднем оно проходит раз в 2 месяца, и последние 2 раза пересекалось данное мероприятие с ивентом «Король Ледяного поля», как и произошло в этот раз. Само мероприятие начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Информацию про драконий тиран можно поделить на 2 части: стадия подготовки и сама битва. Сегодня мы с вами обсудим стадию подготовки, которая проходит с понедельника по субботу. И в случае вашего актива в виде лайков к этому видео, я вам обязательно постараюсь снять саму битву. Но в большей степени мое участие будет зависеть от моего рейд-босса, который еще слишком мал, и ему нужна помощь в виде смеси и замены памперсов. Но если я действительно увижу, что вам интересна информация про битву, то я буду максимально стараться выделить время и для самой битвы, чтобы снять вам качественный контент. А пока что давайте с вами разберемся со стадией подготовки. За неделю до старта мероприятия вам приходит уведомление о том, что через неделю у вас на сервере будет проходить старт мероприятия Драконий Тиран. В среднем участие в мероприятии будет доступно игрокам, начиная плюс-минус 6-го поколения героев. Сервера делятся на зоны, что все были плюс-минус в равных условиях. В первую очередь они делятся по критерию поколения героев. В этот раз сервера поделены на 19 зон, где максимально молодые сервера находятся в диапазоне с 1479 по 1552. Кто находится чуть выше данных серверов, можете готовиться. Следующий тиран будет и на вашем сервере, ориентировочно через 2 месяца. Касательно моего сервера, то в этот раз он будет участвовать в 8 зоне, в диапазоне серверов 617 по 753. Если вы думаете, что вы должны просто ждать старта мероприятия, то нет. Не все альянсы могут участвовать в тиране. Выбирается топ альянсов по силе. Это может быть как и топ-110, так и топ-60. В этот раз в моей группе это топ-95 альянсов. Так что обязательно следите, сколько альянсов может пройти именно в вашей группе. Задача руководителя альянсов среди вашего сервера — создать один общий альянс с самым сильным составом игроков, что вы по силе смогли попасть в список участников. Этим заниматься необходимо, начиная с понедельника по вторник. На основе опыта могу сказать, в большинстве случаев переход в один мощный альянс проходит после мероприятия «Безумный Джо» во вторник. Но в любом случае этим вопросом будут заниматься ваши руководители альянсов среди вашего сервера. А ваша задача не забыть зайти в альянс, который у вас будет участвовать в Драконьем Тиране. Сделать вам это необходимо в период 2 дней, с понедельника по вторник. Если вы забудете это сделать и зайдете в общий альянс сервера в среду, то, к сожалению, участие в битве вам закрыто. Если по итогу 2 дней ваш сервер не смог набрать нужную общую силу для участия, и вы не попали в определенный топ, то, к сожалению, в битве вы участвовать не сможете. А вот в стадии подготовки вы можете участвовать для получения определенных наград в период подготовки, про который мы с вами поговорим немного позже. Что касается моего 644 сервера, то руководители альянсов успешно зарегистрировали 2 альянса в этом мероприятии. Первый альянс смог занять первое место по силе, а второй 14-е. Теперь мы с вами переходим ко второму пункту. Это магазин дракона. Он вам будет доступен в период мероприятия. В этом меню у нас появляется магазин, где основной валютой его является чешуйчатый кристалл. Добывать вы его можете 2 способами. Первый вариант — это за донат в текущем магазине. И хочу сказать важное уточнение. Этот магазин обновляется каждый день. Лично я беру в этом магазине каждый день в период мероприятия ценный набор чешуйчатого кристалла, где я за пакет $6 получаю 300 кристаллов. А на что я трачу их, обсудим немного позже. Касательно вариантов добычи кристалла игровым путем, то ваша задача забирать бесплатный пакет в текущем меню на ежедневной основе. А основной вариант его добычи — это выполнение ежедневных миссий и миссий в период мероприятия. Касательно ежедневных миссий, то они несложные. Убийство 10 поляров, убийство 10 зверей, заход в игру, 25 взносов альянса, тренировка войск и сбор ресурсов. По итогу на ежедневной основе вы можете получить 30 чешуйчатого кристалла. В сезонных миссиях ваша задача пройти в период прохождения мероприятия различные задания. Они тоже несложные. Вход в течение 5 дней, выполнить предсказания тирана,
Мы с вами этот пункт обсудим немного позже. Обмен с торговцем-кочевником, использование ускорений и совершение любой покупки. По итогу еще дополнительно вы можете получить 120 чешуйчатого кристалла за сезонные награды. И теперь давайте разбираться, на что же его тратить в магазине дракона. Напоминаю, что те, у кого будет данное мероприятие, тот играет минимум в 6-м поколении героев. И многие со мной согласятся, что на этом этапе игры самый большой дефицит в игре именно в мифриле. Так что именно его я советую брать в магазине дракона. Один мифрил стоит 160 чешуйчатого кристалла. С учетом того, что я беру пакет за $6, то в среднем за эту цену я получаю 2 мифрила, что является таки довольно хорошей ценой. Но давайте с вами обсудим все опции в этом магазине. В первом ряду предоставляются фрагменты героя. Меняться они будут в зависимости от поколения, в котором вы играете. Я вам советую пропускать данную опцию. Во втором ряду вы можете купить личное мифическое снаряжение героя, аж за 1000 кристаллов. Считаю невыгодной опцией, так что смело пропускаем ее. Камни эссенции и ящики удачи со снаряжением героя тоже советую пропускать. Ресурсы для снаряжения либо талисмана губернатора, честно сказать, не знаю. Разве что мог бы посмотреть на проектные планы. Но снова же, я не сторонник покупки в этом магазине других ресурсов помимо мифрила. Улучшение питомцев и ускорение тоже советую пропускать в текущем магазине. Кристаллы огня по цене 20 штук за 40 чешуйчатого кристалла выглядит в целом неплохо, так как за $6 мы можем получить 300 чешуйчатого кристалла, что выходит 160 плюс-минус кристаллов огня. В целом данную опцию я могу поставить на второе место в текущем магазине. И по итогу топ-3 покупки звучат следующим образом. На первом месте однозначно мифрил, на втором месте кристаллы огня и на третьем месте проектные планы. Но выбор за вами. Я вам даю сугубо совет, а выбирать уже вам. Количественный показатель ресурсов у вас может отличаться от моего, так как все зависит от поколения, в котором вы играете. Но лично у меня в этом магазине, да и в целом в большинстве магазинов этой игры, будет приоритет именно на мифрил. Если что, чешуйчатый кристалл не превращается у вас в ресурсы после окончания мероприятия, так что можете его ставить на следующий раз. И для игроков с большим донатом показываю полностью магазин. Как вы видите, в пакете за $100 вы можете получить 4000 чешуйчатого кристалла. А на что их тратить? Остается уже выбор за вами. Если вы думали, что это все бонусы с тирана, то это далеко не так. Кто был внимательный, тот видел, что помимо чешуйчатого кристалла падают еще знаки дракона за выполнение ежедневных и сезонных миссий. И давайте разбираться, на что их можно потратить. Мы с вами заходим в раздел «Предсказания чемпионата» и видим тут 3 пункта. Давайте начнем с магазина. Тут у нас тоже есть несколько опций для траты знака дракона. Приоритет тут очевиден. Это покупка мифрила. Давайте сравним. Один мифрил стоит 4000 знаков, а на 4000 знаков мы можем купить только 20 кристаллов огня, либо 10 проектных планов. Если в магазине дракона еще можно было подумать про другие опции, то в этом магазине нет. Я не советую брать тут ничего, кроме как мифрил. Помимо ежедневных и сезонных миссий, вы можете заработать знаки дракона следующим образом. Мы с вами заходим в раздел «Предсказания тирана». У вас есть возможность предсказать, какой альянс победит в битве драконьего тирана. Каждый голос стоит 1000 знаков. У вас есть возможность выбрать 3 альянса. Если ваш прогноз не сработал, то вам вернется 500 знаков за каждый неудачный выбор. А в случае правильного выбора вы получите 10 тысяч знаков дракона. Также хочу обратить ваше внимание на то, что теперь у нас есть возможность изменить свой выбор. Для этого вам необходимо подождать 5 минут и после этого нажать кнопку «Прекратить поддержку». Соответственно, если вы выбрали один сервер и хотите его поменять, вы можете это сделать в текущем меню. Касательно выбора альянса, я не могу вам советовать. Вам лучше известно, кто у вас фаворит в вашем диапазоне серверов. Лично я буду голосовать за свой сервер, так как он является одним из фаворитов в текущем мероприятии. И выберу 2 других сервера, немного позже. А из советов могу сказать вам следующее. Не спешите с выбором, проконсультируйтесь у активных ребят вашего альянса, либо в том же Телеграме у меня. Кто знает, возможно, вы с кем-то играете в одной группе, и вам могут дать совет. Помимо этого, у вас есть возможность сделать предсказание чемпионата. Это тоже опция, связанная с битвой. Выбирать предсказания вы можете бесплатно, и за каждый правильный ответ вы получаете 1000 знаков дракона. В случае правильного ответа на все 5 вопросов вы можете получить дополнительно 5000 фишек, по 1000 за каждый правильный ответ. А если еще и правильно угадаете победителя, то в целом можете получить немалое количество знаков, которые вы можете обменять в магазине на мифрил. И тут хочу вам сказать важное замечание. Если вы не потратили все знаки, то вы их можете оставить на следующее мероприятие. В ресурсы они не превратятся.
Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к этапу подготовки альянса участника Драконьего Тирана к битве, которая начинается со среды. Перед тем, как начать, хочу сказать следующее. Даже если вы по каким-либо причинам не смогли зайти в альянс, который участвует в Драконьем Тиране, то вы можете получать очки и получать награды, которые мы обсуждали ранее и которые обсудим сейчас. Единственное, где вы не сможете получить награды, это в период битвы. Касательно заданий в период стадии подготовки. Задача здесь несложная. Вам необходимо добывать ресурсы и обучать войска. За это вы будете получать очки подготовки. И при получении 50 очков у вас есть возможность открыть награду личного сундука, где с определенным процентным шансом вы можете получить определенные награды, которые вы сейчас видите на экране. Данные баллы нужны вашему альянсу для открытия бафов в период битвы тирана. Бафы идут на скорость и время лечения ваших войск, так что обязательно помогайте вашему альянсу для открытия бафов в период битвы. Еще я хочу дать совет тем, кто, как и я, сторонник мероприятия «Король Ледяного поля». А я думаю, вы уже понимаете, о чем я говорю. Стадия подготовки тирана в последние 2 раза пересекается с мероприятием «Король Ледяного поля». Кто знает, возможно, это теперь на постоянной основе. Вы можете свой 4-й день участия в КОИ пересечь со стадии подготовки тирана. Потратив большое количество ускорений в 4-й день КОИ, вы можете помочь вашему альянсу получить очки для открытия дополнительных бафов на лечение. А себе вы еще получите прибавку к общему рейтингу в КОИ, так как дни пересекаются, и в этот день ваша задача обучать войска. Для себя я принял следующее решение. Я теперь использую ресурсы на мероприятие «Король Ледяного поля» в случае пересечения с мероприятием «Драконий Тиран», который с большим шансом пересекается раз в 2 месяца. И одно из последних, что я хочу сказать за стадию подготовки к Драконьему Тирану, это регистрация участников битвы. Вы должны понимать, что не все участники Альянса могут участвовать в битве, а только 60 человек. Задача ваших руководителей – определиться, кого они хотят взять на поле битвы. Руководители должны принять свое решение со среды на четверг, и в четверг вечером уже отправить окончательный список. Так что обязательно следите за тем, чтобы вас успешно зарегистрировали в меню отправления. Вы можете выходить со среды с альянса, в котором вы зарегистрировались, в Драконьем Тиране. Но лучше остаться тут, так как необходимо помогать альянсу, получать бафы для битвы. Но если вам так прям хочется вернуться в свой альянс, то вы можете это сделать. Но обязательно вернитесь до вечера четверга и запросите повторно запрос битвы в меню отправления. Все изменения, что будут внесены до пятничного рестарта, уже изменить нельзя будет. Так что обязательно следите за вашей регистрацией. И вот в целом все, что необходимо вам знать за стадию подготовки к Драконьему Тирану. Согласитесь, довольно-таки хорошие бонусы может получить каждый участник. Касательно моего видео с участием в битве, все зависит от вас. Если я увижу актив под этим видео в виде лайков и комментариев, то я обязательно постараюсь вам сделать нарезки с битвы и рассказать, какие награды можно получить в самой битве. А если честно сказать, то они достаточно неплохие, и вы их сейчас видите на экране. Если что, нас будет интересовать именно этот пункт, так как он более реальный для получения наград. Ну что ж, ребят, и на этом все. Если после просмотра у вас осталось хотя бы немного мотивации, значит я старался не зря. Пишите в комментариях, как вы готовитесь к тирану, если он у вас уже доступен, и какие тактики вы используете. Не забывайте про розыгрыш. Осталось всего 40 подписчиков на YouTube и 115 человек в Телеграм-канале. И начнется раздача плюшек. А там, глядишь, и удача к вам прикатит на санях. Подпишитесь, чтобы не проспать халяву. Если видео было полезным, жмите лайк. Если бесполезным, ну, все равно жмите, я же старался. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.